Добрый день! В инфографике изменения ВВП на душу населения по странам и регионам с 1991 по 2020 годы. Использовал данные Всемирного банка, в которые входят показатели ВВП не только стран, но и целых регионов. Например, 11 стран Центральной Европы и Балтии объединены в один регион. Все страны Южной Америки и Карибского бассейна тоже один регион со своим показателем. Валовый внутренний продукт на душу населения или GDP per capita – макроэкономический показатель. Это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год, поделенная на количество населения в этой стране или регионе. Инфографика позволяет увидеть соотношение показателя ВВП на душу населения между регионами и странами за 30 лет. Когда я работаю с данными, обращаю внимание не на абсолютные величины, а на относительные данные. В одних странах этот показатель постепенно увеличивался, в других стагнировал не одно десятилетие. Интересно связать изменение показателя с колебаниями цен на товары и кризисами. Все, что вы видите на экране, полностью сделано в онлайн-сервисе Figma. Я отрисовал Figma карту мира, приблизительно. Отрисовал регионы и страны, по которым заранее нашел статистику. С помощью функции прототип связал все кадры в единую инфографику. Можно было сделать плавные переходы с помощью Smart Animate, но тогда сама информация воспринимается плохо. Глаз не улавливает изменения цвета, который представляет разные интервалы размера ВВП год от года. Спектр внизу экрана. В конце видео с помощью Smart Animate будет видно переходы через десятилетия. По данным Всемирного банка World Bank, показатель GDP per capita Российской Федерации в 2020 практически совпадает с показателем 2008 года. Если учесть, что в 2008 год был пиковым в росте ВВП многих развивающихся стран в нулевые, то все не так плохо, наверное. Буду рад вашим комментариям о том, как я представил данные, насколько все понятно, видно. Особенно беспокоит выбор палитры, у меня с этим плохо. Меня зовут Николай Помещенко, до свидания.